Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, и сегодня покажем процесс приготовления мягкой помадки для куличей. Она полностью не высыхает и остается мягкой внутри, при этом не липкой, а при нарезании не трескается. Сегодня будем декорировать несколько куличей и на примере покажем причину засахаривания такой помадки. Готовится такая глазурь очень просто. Нам нужен только желатин, вода, сахар и миксер. Берем 1 чайную ложку желатина и 2 столовые ложки воды. Перемешиваем и оставляем для набухания примерно на 15 минут. Посмотрите на упаковке, сколько потребуется времени для набухания у вашего желатина, так как у различных производителей время может отличаться. Как только желатин набух, в отдельную кастрюльку вносим 180 грамм сахара и 4 столовые ложки воды. Ставим на средний огонь, а после закипания пройдет буквально 10 секунд, сахар полностью растворится, сразу же выключаем нагрев и добавляем набухший желатин. Перемешиваем и видим, как желатин мгновенно растворяется. Оставляем так буквально на 5 минут, чтобы сироп немного остыл. Тогда будет легче взбиваться. Если спешите, можно не ждать и перелить в другую емкость, так температура опустится быстрее. После начинаем взбивать сразу на высокой скорости. По мере взбивания масса будет белеть и густеть, а по истечении 1 минуты она приобретет вот такую густоту, но ее будет еще недостаточно. Продолжаем взбивать далее. Еще по истечению 1 минуты масса еще больше загустела, но она также еще жидковатая и при нанесении на кулич будет стекать. А буквально через 30 секунд глазурь начала наматываться на венчик, и вот такой густоты будет достаточно. На взбивание уходит около 3 минут, но данное время будет зависеть от мощности вашего миксера. Глазурь еще теплая, и нужно использовать ее сразу же, иначе она начнет застывать прямо в кастрюльке. После выпечки куличей у нас прошел час. Теперь снимаем бумажные формы. Кулич может быть еще слегка теплый, но в процессе застывания глазури он полностью остынет. Сейчас наносим помадку на творожный бездрожжевой кулич и размазываем лопаткой или ложкой. Данного количества помадки хватит на декорирование 3 куличей. Либо еще можно вот так прямо опускать в кастрюльку, а потом разравнивать. Если хотите, чтобы помадка где-то красиво стекала, в это место можно дополнительно еще добавить ее побольше. Украшаем сразу же любым понравившимся вам декором. Для данного кулича будем использовать сублимированные ягоды, бусинки и безе. Наносим помадку на следующий кулич. Тут у нас уже дрожжевой кулич на сливках. Сейчас используем в декоре другие элементы. Это шоколадные яйца, безе, пряники, цветной мох и всевозможные посыпки. Полезные ссылки по приготовлению куличей и декора мы оставим в описании под видео. Вставляем имбирный пряник. Картинку мы напечатали на пищевом принтере. Также можно разукрасить самостоятельно белковой глазурью или в кондитерском магазине напечатать вафельную или сахарную картинку и приклеить ее потом к прянику. Также в декоре куличей очень любим цветной мох. Готовится он очень просто в микроволновке, буквально за 3 минуты, и безе. Тут также использовали пряник, бусинки и мастичные цветы. Оставляем так куличи еще примерно на час. За это время глазурь покроется корочкой и перестанет липнуть, а куличи полностью остынут.
Теперь разберем ошибки. Сироп для помадки нужно после закипания проварить буквально 10 секунд, просто чтобы растворился сахар. А если вдруг забыть про него и кипятить больше минуты, тогда выпарится много влаги, и в итоге помадка засахарится. Вот как тут видно слева кулич с хорошей помадкой, а справа она засахарилась. Еще одной проблемой может стать недостывание помадки, то есть когда она остается очень долгое время липкой и не покрывается корочкой. Тут причина – большое количество влаги. К примеру, если вы в рецепт добавили больше воды, тогда помадка будет очень плохо застывать. Поэтому соблюдайте четко рецепт, и у вас все обязательно получится. Около 40 минут у нас прошло после нанесения помадки, она покрылась уже корочкой, не липнет, и теперь можно упаковывать, чтобы кулич сохранил свою свежесть до праздника. Для красоты можно добавить еще вот такой элемент. Здесь 2 квадрата пергаментной бумаги, которые можно закрепить атласной лентой, а также можно использовать бумагу тишью. И вот такая красота получается. Если кулич полностью остыл, дополнительно еще упаковываем в пакеты для куличей и храним при комнатной температуре до праздника. Запаковывать в пакеты ни в коем случае еще теплые булки нельзя. Поэтому если у вас более крупные булочки, пусть они чуть больше времени постоят и остынут перед упаковкой. Вот такая получается глазурь, она сверху подсохла, но все же осталась мягкой. Если кулич упаковать в плотный пакет, глазурь и останется мягкой внутри. Наши куличи длительное время сохраняют свою свежесть, получаются мягкие, достаточно влажные, сладкие, ароматные, такие, как и должны быть настоящие куличи. Напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где мы даем очень много полезной информации. Кстати, у нас на канале уже есть 2 удачных рецепта пасхальных куличей. Это классический дрожжевой на сливках и кексовый творожный бездрожжевой кулич. Обязательно попробуйте их приготовить, а своими результатами делитесь в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. С вами была студия «Кондитерская сестры», и до новых встреч в новых роликах.